Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия нападения, боевая, магия любви, удачи, трудноисполнимые ритуалы. Вы меня можете найти в Инстаграме, в Ютуб-канале. Здесь еще некоторые каналы, также меня найти можно в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках. Итак, сегодня у меня гадание, весна, события весны ближайших 2-3 месяцев, потому что сроки, так сказать, размыты. Так, что будет происходить во всех сферах вашей жизни? Вы можете выбрать 3 варианта. Помните, что сейчас вам дает подсказку ваша интуиция. Вы должны максимально точно выбрать все-таки этот вариант, настроиться и вспомним, что все предсказания это всего лишь направление. Я всегда, как маг, как боевой маг, всегда за то, что мы можем вмешаться, изменить, предупредить, смягчить негатив и вплоть до того, что радикально приблизить и ускорить то, что нам вообще надо, любое событие. Но все-таки куда катится события вашей жизни этой весной? Первый, второй, третий. Кто-то выбирает по рубашке. Какие именно события сложились на сегодняшний день из прошлого. Все это влияние и высших сил, и ваших каких-то причинных связей, да, поступки какие-то, вот, и к чему они тяготеют сегодня. Итак, что в прошлом по этому варианту? В прошлом, из прошлого идет некая какая-то важная персона или важное событие, которое вот занимает ваш ум с утра до вечера. Это какое-то яркое бурление, творчество, может быть, очень горячая заинтересованность в чем-то. В том числе это для мужчин, это может быть женщина. Для женщин также это может быть, вас очень волнует наличие какой-то конкурентки. Но это в том случае, если вы не знак огня по зодиаку. Кто у нас там? То есть, если вы знак огня, значит, вы охвачены каким-то очень такой вот страстью, каким-то важным для вас событием. Итак, что можно сказать о вашей работе, в том, в чем вы заняты? Четверка пентаклей. Есть некоторая дестабилизация. То есть, вероятно, вам придется работать больше, чем вы ожидали, или тратить больше, чем вы ожидали. Ваш обыденный, скажем, схема расходы, доходы как-то нарушается. То есть вот этого покоя нет. Либо они имеют такую вот зигзагообразную, кривую, да, вот сегодня есть, завтра нет, завтра нужно активнее работать. То есть у вас нет вот этого вот ровного, четкого какого-то жизни вот этой вот в работе, какая была, допустим, раньше или вообще была. Что происходит, собственно, с вашими доходами, если посмотреть по итогу? Есть некий отток, все-таки есть некие траты, которые вы тратите. Императрица перевернута, то есть вам не удается сохранить, ну так, скажем так, все. Есть повышение трат тут идет. Вот вам придется что-то тратить, возможно, на хозяйство, на себя, на здоровье. И как бы вы не пытались это контролировать, все равно немножко так деньги через пальцы уходят. Итак, что можно сказать вообще по поводу ваших интересов, ваших каких-то талантов, в чем вы живете, ваши умственные какие-то устремления, духовные. Восьмерка мечей. Вас раздирает некий конфликт все-таки. Вот у вас, вы не можете с чем-то смириться, и у вас вот прямо вот такая вот очень жесткая какая-то позиция. Понимаете, что вы не должны смиряться, вы, возможно, будете втянуты в какие-то доказательства, переговоры, в которых вы такие вот очень активную позицию занимаете. Вам придется очень жестко разговаривать с людьми, с окружением. Может быть, вы разойдетесь с людьми, с которыми у вас было много общего, у вас будет конфликты.
Это вот ваше окружение. Может быть, эти единомышленники, как бы, вот они уже не единомышленники, получается. Вот, а материально, как бы, нестабильность какая-то, неровность и все-таки траты. Смотрим дальше. Что будет происходить в вашем окружении, ваши родственники? Это не обязательно, это может быть дедушка, бабушка, родственники, какие-то одноклассники. Неожиданное событие, появление какого-то. Я вот, кстати, вот согласовывается очень с королевой жезлой. Возможно, какие-то совершенно внезапные появления людей на вашем небосклоне, абсолютно новых. Кстати, проходит через ноль, или человек проявится с какой-то новой стороны. В целом, это карта творчества, творческого какого-то окружения, очень неожиданного разворота в вашем окружении, которое больше позволяет вам увидеть каких-то необычных людей, попасть в необычное общество. Кстати, карта обнуления также обозначает перевороты также в вашем сознании относительно этих людей. То есть друзей, знакомство с новыми творческими людьми. Ну, давайте так, ваше благополучие, ваши родственники, тем, кем вы дорожите, допустим. Тут башня перевернутая. Кстати, кто-то выздоровеет, кто-то выйдет из ограничивающей его ситуации, выйдет из кризиса, и кто-то из ваших близких вот, выйдет из больницы, или может быть так, в чем есть позитив. Так, и что можно сказать по поводу вашего здоровья? Кстати, здоровье тут отличное, все-таки вы полны энергии, сил, эмоций, вы на подъеме. Уверенно, активно, вот активная позиция, творческие силы, вы готовы перевернуть горы, у вас масса идей, в том числе, как заработать и как наладить свою личную жизнь. Тут творческого потенциала очень много. Вот, смотрите, по королеве огня, по шуту, по тузу кубков, несмотря на то, что что-то вот не идет так по плану ровно, тем не менее, вы полны энтузиазма, и этот энтузиазм вполне такой себе наполненный и эффективный. Также это может быть поддержка друзей, родственников, общества, общественности. Так, дальше. Что происходит в вашей личной жизни, в вашем окружении? Вот из чего исходит эта ситуация. Всадник кубков. Это скорее вот вокруг вас очень интересная движуха. Началось вот с этой очень заряженной дамочки, что вы обаятельный, привлекательный и искритесь прямо энергией. Всадники кубков для одиноких, но это и вы привлекаете внимание мужчин вокруг вас. Если вы мужчина, то вы очень коммуникабельны в этот момент. Вокруг вас много знакомств происходит. Вы со всеми забудете дружбу, вот с противоположным полом. Женщинам это флирт, вы окружены какими... Хотя эти люди могут быть незрелыми, если для одиноких, скорее это ну, такие мимолетные какие-то увлечения, поклонники. Для тех, кто находится в браке, но вы также привлекаете внимание противоположного пола, особенно чаще моложе вас или что-либо более незрелые, чем вы. Что важного произойдет в ваших, допустим, отношениях, можно сказать? Приземление. Тут скорее приземление, расчет, покупка, важное решение о материальной жизни, приобретение может быть произойти, подарок, кстати. Вот, то есть, несмотря на окружающую, тут несколько вот эта турбулентность такая всадника кубков, это вот они кругом бегают. Очень хорошая карта для тех, у кого отношения означают какую-то четкая плановость какую-то в ваших отношениях. Ну и для брака это означает также укрепление вашего материального какого-то благосостояния. И итог, можно сказать, для вас дьявол. Дьявол очень такая карта, говорит о том, что вы, если вы близки теме магии, близки теме эзотерики, то из вас прет, то есть творчество, оно очень рядом стоит с магией, да, все
Вы на вершине своих творческих способностей, с одной стороны, благодаря вот этим и шут, и королева жезлов, и туз кубков, который говорит о том, что вы полны энергии. Все-таки, ну, дьявол что еще может означать? Все-таки уклон в какие-то тайные страсти, если магия вам чужда, и также темные такие вот интриги, но скорее они все-таки касаются личной жизни. И что можно сказать по итогу вот этого такого интересного очень периода? Очень за все переживать. То есть все какие-то обиды, вы на нервах, у вас очень такая, знаете, позиция очень чувствительного человека, который за все переживает, все берет близко к сердцу. Кстати, сердечники, обратите внимание, у вас такой очень опасный период. Бурление, как раз я говорю, что дьявол прямой позиции говорит, что вы особенно способны в этот период колдовать. Советую колдовать вместо того, чтобы предаваться каким-то тайным связям. Тогда эта карта очень позитивно на вас отразится. Второй вариант, вот это вот рубашка. Так, что можно сказать, как вы подошли к этому периоду? Ну, вы подошли сегодня достаточно так вот творчески, изобильно, в окружении каких-то людей, в окружении очень интенсивной такой эмоциональной жизни. У вас очень много интересного. Вы источаете энергию, у вас масса планов творческих, в том числе вокруг вас люди. Туз кубков прекрасная карта, в окружении это близкие, друзья, либо ваши идеи, которые вы источаете. Очень энергетичная карта. Что происходит с вашей работой? 7 кубков без иллюзий. Карта перевернута. То есть вы пока не строите планы, у вас как некая неясность. Либо вы примерно себе представляете по расчету, что это, как это вообще возможно. Возможно, что у вас нет иллюзий на эту тему. Если вы ищете работу, вы четко себе представляете свои перспективы, которые нерадужные, что-то так. Ну, давайте посмотрим все-таки ваши доходы по итогу этого периода. Вестник жезлов. Доходы будут. Особенно указывает на какие-то вот подработки, что-то где-то подзаработал. Очень хорошая карта для творческих личностей, для тех, у кого эпизодическая работа, сдельная работа. Немножко эта карта говорит о незначительности сумм. Но опять же, у каждого сумма разная. У кого-то $10 незначительно, а кому-то $100 незначительно, а кому-то 1000 незначительно. То есть тут вот так вот. То есть ничего такого сверх ухудшения нет, но вот такая дополнительные хлопоты, беготня. И итог, что можно сказать, король кубков. Очень много договоренностей, переговоров, поддержки. Кстати, у кого бизнес связан с клиентами, король кубков указывает на расширение связей, может быть, сближение с этими людьми. То есть идет такая вот активная, общительная, эмоциональная, вот такое расширение связей по вашему. Помощь также какого-то родственника, человека, который за вас заступится, поможет. Пока я не вижу тут конкретных, вот так сказать, чтобы это были с подготовка, клиенты, разговоры или заказчики. Что можно сказать по поводу ваших единомышленников? 5 мечей, ваш социум. Вы как-то с ними очень резко. Тут прям такое вот, знаете, противостояние, где вы активно достаточно, жестко упираетесь, попытки воздействовать на вас. Вообще 5 мечей, вы отстаиваете что-то свое, достаточно жестко и непримиримо. Тут карта конфликта есть такая, что вы прям работаете над каким-то конфликтом. Что можно сказать по поводу людей, которые в кругу которых... Вот у вас, с одной стороны, много расширения людей, с которыми вам обалденно
эмоционально, интересно, у вас много с ними разговоров, много общего какие-то, но пока это все говорильня, скажем так, пока это все просто эмоциональный подъем, что ли, какой-то вот. Что же ваши родственники важные? То есть много, также хорошая еще карта падает относительно разного рода посредников, получения советов, необходимость вам любую помощь очень оказывают, очень настроены на вас люди. Причем вы поддержку получаете буквально везде. Благодаря вашим каким-то новым коммуникациям. Хотя вот частично вот из прошлого, можно сказать, с какими-то прошлыми людьми у вас будет очень жестко так вот. Прям отстаивание себя. Что можно сказать о состоянии здоровья? Отшельник. Ну, отшельник у нас означает оздоровление, нетрадиционное обращение к нетрадиционнику, да, по лечению какими-то там тайными методами. С другой стороны, ну, давайте дополнительную карту. Это может указывать на какую-то скрытую, тайную, непонятную, не показывающую себя явно болезнь, какие-то неясные симптомы. Шестерка мечей. Ну, вы в любом случае по шестерке мечей вы будете активны, можете путешествовать. Кстати, у вас может состояться какое-то путешествие. И все-таки итог. Может это вы как-то выплеснуться в какой-то, выйти на поверхность. Даже если вы чем-то больны, да, то есть карта говорит, что не все так однозначно. Даже вот если вам какие-то сигналы поступают по здоровью, в целом они лечатся, и все, что вы вообще испытываете, карта указывает на то, что это легко лечится приемом элементарных каких-то настоек, диетой, питанием. Также карта говорит, что это можно обращаться к обычному какому-то терапевту. Все. Что можно сказать про личную вашу жизнь? Справедливость. Выяснение отношений. Возможно, вы прибегнете также к какому-то оформлению. Смотрите, если у вас есть отношения, по справедливости вы их можете оформить государственным образом. То есть это вот вплоть до того, что пойти и оформить брак. Но это также может быть и разводом, либо подписанием какого-то документа между вами. Также это выяснение, немножко карта не про чувства, а карта скорее старший аркан справедливость о том, что вы проходите какую-то сакрализацию, что ли, вот ваших отношений, что вы должны разобраться, кто прав, кто виноват, либо официально представить себя как пару, либо официально какое-то решение. Хотя это решение в вашу пользу, справедливость прямая, скорее это приятное событие. Вот. Либо если вы одиноки, то вы тоже вам не свойственно увлекаться, скорее это карта такого очень взвешенного, очень делового, что ли, отношения к противоположному полу. Что будет происходить? Нет, тут четко, что вы очень жестко смотрите на окружающих. Возможно, также конфликт в паре. Конфликт, который уже давно там. Ну и вообще, с чем это закончится, новое начинание. Ну, тут знаете, такой вот напряженный момент. Либо вы пройдете через какой-то кризис в отношениях, и у вас начнется новый подход какой-то. Хотя карта справедливости все-таки уравновешивает. То есть поссоритесь, как говорится, милые ссорятся, только тешатся. Вот. Если у вас нет отношений, скорее вы какой-то вот по-новому все-таки взглянете и уйдете от позиции конфликта, от позиции конфликтующего, от позиции критикующего всех. Вот, что-то любовная жизнь такая вот интересная, да? Да, по этому варианту прям никому не доверяю. Всех только проверяют, особенно для одиноких. То есть есть вероятность недопонимания. Но вот все-таки вы примете правильное, взвешенное решение. Либо это решение будет правильно извешено в отношении вас. И третий вариант. Какие-то у нас очень загадочные карты. Отшельники, дьявола везде.
Так, третий вариант. Что вас ждет? Чем вы приходите из прошлого? Стабильная основа, окружение людей, которых вы хорошо знаете, в хорошо знакомом месте, хорошо понятная ситуация, поддержка. То, чем вы, собственно, то, что вы выковали, и все из прошлого, это прошлое подоснова, ваш род, ваши отношения, ваше место, которое вы хорошо знаете. То есть вы стоите на такой вот основательной платформе. Что ваша работа? Тут какой-то уход, переход, отстранение также может быть. Либо воспоминания о прошлом. То есть вы хотите, может быть, думаете вернуться к чему-то, чем вы занимались раньше. Давайте посмотрим, какого рода дохода это будет. Перевернутая сила. Больше сил придется потратить, больше усилий. Возможно, вот такие вот трудности. Что будет по итогу? Ну, вы стабилизируете, ваш доход стабилизируется. Также, возможно, это связано с человеком, королем Пентаклем. Это также может указывать на финансовые вопросы, финансовые дела, строительство. Чем у нас король Пентаклей сейчас занимается? Юрист, скажем так, землеобразующий такой вот человек, который занимается товарами в том числе, продает. Это очень хорошая такая вот карта. Все-таки тут есть приземление, да, несмотря на то, что вот что-то с трудом вам придется преодолеть. Но оно стабилизируется. По окружению, по вашему обществу, дьявол. Тут опять же говорит, что хороша карта для обращения к разного рода магам, колдунам, особенно если вы сам, да, если вы сами этим занимаетесь, то вы управляете этими людьми. Потому что дьявол управляет людьми через их слабости. Раз. Если нет, это, возможно, вашими слабостями кто-то попытается воспользоваться из вашего окружения. Это люди, которые куда-то вас захотят заманить, завести. Мир перевернутый. Возможно, что вы можете выбирать, у вас появится выбор, какие-то разные группы людей, с которыми какие-то у вас будут встречи, разговоры. Также еще карта указывает на помехи при длительных путешествиях, международных путешествиях, в том числе и к вам. То есть, если кто-то к вам едет или вы куда-то едете, это какие-то помехи, которые, ну, по старшему аркану, да, не зависят от вас. И что можно сказать по итогу? С трудом управляете этим всем, что-то вот три старших аркана, где вам, ну вот, навязывает, что ли, есть, либо некая вторая женщина, которая вот она навязывает какое-то решение, не иди туда, иди сюда. Также вот это внешние обстоятельства, которые будут на вас давить. Ну вот, социум. Это также же говорю, что руководствуйтесь все-таки вашей интуицией. Я все-таки рассматриваю дьявол как карту внутренней силы, которая помогает обойти любое давление, когда вас сбивают с пути. Тут такое есть немножко. Ваше здоровье. Кстати, здоровье тут хорошее, понятное. Вы в него вкладываете. Возможно, что вы будете принимать какие-то, ну, стандартный какой-то набор лекарств. И вы в свое здоровье достаточно вложили, чтобы оно было стабильным, но не переутомляйтесь. Не работайте больше, чем вы можете, чем вы чувствуете, что вы можете работать. Да? Что еще можно сказать? Туз пентаклей. Кстати, вы через ваше физическое состояние еще можете даже заработать. Тут интересная карта, которая говорит о материальном доходе, либо позитивном вложении в себя. То есть это может быть какое-то изменение внешности, это могут быть какие-то операции красоты, зубы. То есть в том числе такое. Это будет очень позитивно для вас. По любовный фронт. Что-то у вас как-то так нет
Вы не видите перед собой перспектив, немножко так грустно смотрите вперед все-таки. Состояние из прошлого. Что же будет происходить? Опа. Окружение, которое у вас неожиданно появится человек, то есть изначально это будет какое-то дело случая, совершенно неожиданное знакомство, особенно для одиноких. Если у вас есть отношения, то неожиданные высшие обстоятельства, которые изменят ваши отношения, пройдут через какую-то перезагрузку, станут более стабильными, потому что шут тут перевернутый все-таки, наш дурачок. И итог. Ой, что-то тут повешенный. То есть нечто прервется. Ну, повешенный, перевернутый может означать, что вы освободитесь от каких-то неинтересных, ненужных вам обязательств, обязанностей. Также карта говорит о том, что то, что вас угнетало, мешало вам, делало вас жертвой, также вы освобождаетесь от этого. Однако вот тут 3 старших аркана в личной жизни, и один из них шут. То есть тут для чего хорошая карта? Для тех, кто хотел бы избавиться от какой-то скучной, неинтересной, может быть, связи, отношений, которые до вас давно не устраивают. У вас тут есть шанс, весь шанс, причем шанс на серьезные отношения. Если у вас семейные отношения, то у вас тут есть, да, такое вот изменение в паре, благодаря которому вам станет, ну, легче, что ли, да. То есть повыясняйте отношения и сбросите с себя какой-то груз. То есть тут, конечно, карта немножко рискованная. Придется вам где-то рискнуть, поставить на какого-то шута. И, ну, в целом можно сказать, что от него и все и зависит, потому что среди этих 3 она самая такая вот позитивная карта. Ставьте на шута, но он окажется с землей под ногами. То есть он вы не ступите в пустоту, да, у нас шут все-таки перевернутый, окажется этот риск оправданный. Ну, вот все, что я вам хотела сказать. С вами была ведьма Графина. 3 гадания на будущее, на эту весну. Все мои контакты под этим видео. До свидания.